Хотели бы вы узнать секреты денег, о которых не пишут в книгах и о которых не принято говорить в нашем обществе? Если ваш ответ «да», тогда досмотрите до конца это видео, я постараюсь быть максимально сжатым, емким и выдать вам всю самую ценную суть. Итак, поехали! У меня для вас две новости, плохая и хорошая. Плохая: вы не рождены для богатства и шансы на успех крайне низки. Большинство из нас росло в небогатых семьях. У нас не было богатых учителей, вокруг нас не было финансово преуспевающих людей, и привычки, которые формируют богатство, практически ни у кого из нас не сложены. Вторая новость хорошая в том, что большинство богатых людей и даже самых богатых людей мира, они начинали с точно такой же позиции и все-таки смогли добиться успеха, используя те принципы, о которых мы с вами сегодня поговорим. Первый принцип – то, что решение не очевидно. То есть путь, по которому можно стать богатым человеком, он далеко не очевиден для большинства. Но здесь есть нюанс. Вот как с кубиком Рубиком. Ты смотришь на него, и не зная принципов его сборки, ты можешь бесконечно его крутить и в какой-то момент совершенно разочароваться в этой штуке, решить, что ее собрать в принципе нельзя. Ты потратил там несколько часов, думаешь, что все, это какой-то развод, это путь не для меня, это полная ерунда. Но приходит человек, который знает алгоритм, знает последовательность действий, как правильно собирать этот самый кубик Рубик. И он делает буквально пару десятков движений, и в течение 2 минут его кубик собран. Точно так же с финансовым успехом. Если ты делаешь правильные действия, то ты неизбежно день за днем становишься все успешнее, все богаче и все ближе к финансовой свободе. Именно об этих действиях, о правильных шагах мы с вами и поговорим. Нет лучшего времени, чем здесь и сейчас. Очень часто мы ждем идеального времени, когда все совпадет, когда у нас не будет долгов, когда не будет потребности тратить много денег на путешествия, на детей, на покупку чего-либо срочно необходимого нам. И вот тогда-то, думаем мы, тогда я начну, допустим, вкладываться куда-то, покупать активы, разбираться в инвестировании и так далее. Но когда будет хорошее время? Это сравним с игрой, допустим, в карты, в покер. Конечно, хотелось бы играть, имея 4 туза на руках. Но вынуждены мы по жизни играть в иной ситуации. То есть, когда у нас куча самых разношерстных карт, и умудряться все-таки выигрывать даже с ними. Даже в такой ситуации, когда у тебя не самые идеальные условия, потому что идеальных условий не будет никогда. Надо стартовать сейчас с тем, что ты имеешь. То есть с теми ресурсами, которые у тебя есть, с той ситуацией, искать возможность, как тебе начать движение к финансовой свободе. Есть такое понятие «окно возможностей», что у каждого из нас регулярно появляются самые разные возможности. Заработать деньги, куда-то проинвестировать, создать актив и так далее. Короткий промежуток времени, в течение которого окно возможностей для тебя открывается. Обычно окно возможностей длится очень недолго, буквально несколько дней, иногда часов, иногда, может быть, даже минут, когда ты можешь реализовать этот шанс. Но мы к нему не готовы. А что значит быть готовым? Это значит иметь ресурсы для того, чтобы, когда окно открывается, воспользоваться этой возможностью. Вопрос в том, чтобы быть готовым и готовить себя заранее. А что значит готовить заранее? Иметь некие резервы. Резервы денег, резервы времени, резервы в виде каких-то людей необходимых, которые ты готовишь заранее информацию. Не ждешь, что когда у меня появится возможность, например, начать инвестировать в недвижимость, вот тогда я начну копить деньги, я начну выделять время, я буду искать нужную информацию, людей и так далее. Делай это заранее. Заранее готовься к возможностям, и тогда ты будешь их использовать. Но эти возможности имеют очень ограниченный период времени. Дни, недели, иногда часы или даже секунды, когда можно воспользоваться этой возможностью. После этого окно закрывается, и возможность от нас уходит, мы упускаем свой шанс. Игра в долгую. Как мы мыслим? Бедные люди, они мыслят мгновением. Давайте я назову это мгновение. То есть, что значит мгновение? Я хочу, чтобы мне было хорошо прямо сейчас. И все, что я зарабатываю, я буду сливать в это самое мгновение. Я не думаю о будущем. Привычка, которая ведет к финансовому успеху, это думать про будущее. Задумываться заранее и вкладываться в то, чтобы в будущем у тебя все было хорошо. А что это значит? Это значит,
Конфликт вот между вот этими двумя составляющими. То есть если я думаю о будущем, я должен что-то взять из текущего момента. Я, например, часть денег, которые зарабатываю, откладываю на депозитный счет. Или, если я более осведомлен о финансовых инструментах, я начинаю вкладывать это в акции, я начинаю вкладывать это в недвижимость, я начинаю разбираться с криптовалютами, я начинаю разбираться в каких-то еще возможностях в бизнесе, как зарабатывать деньги. Большинство людей живут сегодняшним днем. Они не думают о том, как на их будущее повлияет, например, сегодняшняя покупка в кредит нового телефона, телевизора, машины, чего-то еще. В результате они проигрывают, просто потому что не рассчитывают жизнь на несколько шагов вперед. Представьте себе шахматную партию. Один шахматист думает только на один шаг вперед, как я сейчас поставлю фигуру, другой просчитывает несколько ходов вперед и думает, а как это повлияет на ситуацию в следующем ходу, в следующем месяце, в следующем году. Как только мы начинаем думать на несколько ходов вперед, начинаем просчитывать, а как мои сегодняшние действия повлияют на мое финансовое положение через месяц, год, несколько лет, то мы сразу начинаем выигрывать вот в этой финансовой гонке. Но главный выбор – это о чем, как я живу. Я живу сейчас и думаю только о текущем моменте, или же я начинаю создавать свое финансовое будущее. Как только ты переходишь в парадигму того, что будущее – это не то, что со мной случается, а то, что я строю шаг за шагом, то есть лесенка, по которой я поднимаюсь вверх. Сначала я там зарабатываю столько-то денег, откладываю их и на них покупаю, например, какой-то объект недвижимости. Этот объект недвижимости начинает приносить мне определенный доход. Используя этот доход, я могу позволить себе уже приобретать новые активы и так далее. Есть куча людей с зарплатой там, 40 тысяч рублей, но зато у них самый новый iPhone. Потому что им кажется, что это круто. Они реально не могут себе это позволить. Но они покупают его в кредит, потому что очень хочется сегодня, в это текущее мгновение, получить все. Но за счет этого они лишают себя вот этого будущего. Почему? Потому что, купив новый iPhone или новый автомобиль в кредит, ты вынужден много лет, потом много месяцев или даже много лет расплачиваться. За это ты многократно переплачиваешь, плюс у тебя идут, например, в случае с автокредитом, большие издержки на обслуживание автомобиля в виде страховки, ТО и так далее, и так далее. То есть выбор хорошо сейчас, но плохо потом, либо чуть хуже сейчас, но зато потом мы создаем прочное и мощное финансовое будущее. Вот это два отличия. Здесь живут бедные люди, здесь живут богатые люди. Нездоровое отношение к деньгам – это большая проблема. А как к деньгам относились в вашей семье? Вспомните, когда вы были маленьким, как о них говорили, о том, что денег всегда не хватает, что богатые люди – это плохие люди, которые украли, своровали там, или отняли у кого-то эти деньги. Или же отношение к деньгам было позитивное, как к чему-то, что можно создавать своим трудом, зарабатывать и постепенно обеспечивать свое благополучие. Но в чем здесь проблема? То есть, когда ты, если вы, открывая журнал Forbes и смотря на список людей, которые там в верхних строчках думаете, какие это все сволочи, негодяи, обманщики и так далее, то вам очень сложно будет двигаться туда, потому что наше мышление определяет нашу текущую жизнь, условия, формат. И если мы ставим себе в голове вот такой вот блок, что богатые люди – это плохие люди, то наше подсознание будет отталкивать нас от этого, что нет, ты туда не ходи, там плохо, ты лучше вот будь как все в общей массе. Поэтому изменение своего мышления, отношения к деньгам – это один из важных шагов, который позволяет вам двигаться вперед к финансовому успеху. Моделирование финансовых неудачников. К чьим советам по поводу денег вы прислушиваетесь? Может быть, вам дают советы ваши родственники, друзья, коллеги по работе, но являются ли они финансово преуспевающими людьми? Стали ли они богатыми? И есть ли у вас такие люди в окружении? Если нет, то, скорее всего, вы берете пример со своего окружения и действуете так же, как они. И если у самих нету денег, то денег не будет и у вас. Соответственно, чтобы двигаться вперед к богатству, к финансовому успеху, для этого надо, чтобы в нашем окружении появлялись люди, которые знают, как обращаться с деньгами, которые уже прошли этот путь. Опираясь на опыт которых, общаясь с которыми, мы будем перенимать правильные отношения, правильные повседневные привычки, будем находить какие-то секретные фишки,
шаги, технологии, способы заработка, способы инвестирования. То есть формирование своего окружения, финансово успешных людей, находить таких людей, договариваться с ними, чтобы иметь возможность общаться, задавать вопросы, может быть даже в начале дистанционно, не обязательно вживую. Это важнейший фактор, который определяет наш финансовый успех. Эмоциональные траты. Бывало ли у вас такое, что вы приходите, допустим, в магазин, хотели купить что-то небольшое на 500 рублей, а уходите, потратив 5000 рублей? Например, девушка приходит в торговый центр с намерением купить перчаточки, а уходит оттуда, купив перчаточки, юбочку, сапожки, шапочку, что-нибудь еще. То есть эмоциональные траты, или мужчина так, приходя, допустим, в магазин техники, хотел купить что-то одно маленькое, мышку для ноутбука, купил мышку, ноутбук, колонки, огромный телевизор, стереосистема, что-то еще. То есть мы понимаем, что нам не надо тратить такую сумму денег, что нам надо их сохранить для каких-то других задач. Но мы заходим в торговый центр, и все, эмоции захлестнули нас, мы себя не контролируем, тратим деньги направо и налево. Если это про вас, если вам знакома такая картина, срочно надо это менять. До тех пор, пока ты не можешь контролировать свои эмоции своим разумом, до тех пор, пока ты принимаешь решения на основе эмоций, ты будешь проигрывать. Это превращается в то, что вроде бы человек может зарабатывать какие-то нормальные деньги, у него остается запас сверх необходимого минимума, но все эти деньги сливаются непонятно куда, в повседневные траты, которые человек вроде бы даже потом приходит в себя. Зачем я столько всего купил? Вроде не так мне все это нужно. Вот этот вау-эффект от покупки новой вещи, нового автомобиля, гаджета, чего-то еще проходит через несколько дней, недель, ну, может быть, несколько месяцев, если это что-то совсем вау-крутое. А вот финансовые проблемы, которые за этим идут, от того, что ты потратил гораздо больше денег, чем на самом деле должен был, эти проблемы уже тянутся многие месяцы, а то и годы. Являются ли деньги синонимом богатства? Для большинства людей да, что деньги — это то самое богатство, о котором все мечтают, иметь какую-то сумму. В основном, когда кого-либо спрашиваешь о финансовых целях, он говорит: я хочу заработать 1 000 000 рублей или 1 000 000 долларов. Но сложность в том, что деньги сами по себе не являются ценностью, вернее, они обесцениваются очень быстро. Давайте возьмем 1000 рублей в 2014 году, до кризисной, и 1000 рублей после кризиса. Это совершенно разные деньги, которые подешевели примерно на 50%. То есть это та же самая 1000 рублей, только купить на них можно намного меньше. Почему? Потому что есть инфляция, которая с невероятной скоростью съедает эти самые деньги. Поэтому наша задача с вами менять правила игры, переводить деньги в активы, которые дорожают в стоимости, либо которые приносят новый денежный поток. Иначе система будет постоянно играть против нас. То есть мы будем пытаться взойти по эскалатору, который движется вниз, поскольку постоянно инфляция будет уменьшать наши сбережения. Поэтому ищите возможность переводить деньги в активы. Как только вы найдете хотя бы несколько способов это делать, вы резко начнете богатеть. Активы и пассивы. В чем отличие? Актив — это то, что приносит тебе деньги, а пассив — то, что забирает у тебя деньги. Речь сейчас не о формальной бухгалтерской терминологии, а о том, как это происходит в нашей повседневной жизни. Является ли яхта активом? Кто-то считает, что да, но очевидно, что нет, потому что этот актив вытаскивает огромное количество денег из вашего кармана. Яхту надо обслуживать, надо покупать для нее топливо, надо платить страховку и еще огромное количество дополнительных трат, которые она несет вместе с собой. Другой пример, когда мы вкладываемся в недвижимость. Вы можете сказать, что я не могу себе это позволить, недвижимость стоит очень дорого, но для того, чтобы приобрести, допустим, квартиру-студию стоимостью 1 000 000 рублей, нам не нужен 1 000 000 рублей. Нам нужно примерно порядка 50% от этой суммы, то есть 50-100 тысяч рублей, чтобы приобрести ее по ипотеке. Ну, стандартные ставки сегодня первого взноса 15-20%, но реально можно найти 5-10, если хорошо постараться. Здесь важен сам принцип, как ты распоряжаешься деньгами. И о чем вы думаете, когда зарабатываете внезапно существенную сумму денег? О том, как я их потрачу, как я куплю себе новый ноутбук, как я поеду в отпуск, новый телефон, шубу и так далее. Или же
Первая мысль о том, как мне грамотно проинвестировать эти деньги, чтобы они начали создавать новые деньги, чтобы у меня из тех денег, что я получил дополнительно, сверх необходимого минимума, я смог сделать какой-то актив, который будет дальше работать на меня постоянно, независимо от того, где, как и чем я занимаюсь. Поэтому ищите возможность переводить деньги в активы. Как только вы найдете хотя бы несколько способов это делать, вы резко начнете богатеть. Деньги любят счет. Наверняка вы слышали эту поговорку. Но это действительно работает. Как только ты перестаешь детально учитывать все свои траты, очень быстро деньги начинают утекать непонятно куда. Скорее всего, многим из вас знакома ситуация в вашей жизни, может быть, в бизнесе, в карьере, когда ты вроде бы заработал заметную сумму денег за месяц, а прошло буквально несколько дней или недель, и деньги испарились. И ты думаешь, куда? Ведь вроде бы должно остаться еще много, а денег в кошельке осталось совсем немного. Или то же самое в бизнесе. Когда вы детально не ведете учет ежедневных трат, ежедневно сколько куда ушло, откуда сколько пришло, очень быстро начинает нарастать финансовый бардак, и денег становится все меньше, меньше и меньше. И наоборот, когда вы регулярно считаете все, просчитываете разные сценарии, как можно, например, потратить деньги, на что пустить те ресурсы, которых всегда ограниченное количество. Но практически никогда у вас не будет ситуации, что у вас слишком много денег, и вы не знаете, куда их пустить. Обычно все-таки ситуация другая. И наша задача детально учитывать, как приходы, то есть откуда, и делать план, откуда и сколько денег мы заработаем, и как можно увеличивать вот этот входящий поток, и куда и как мы направим эти деньги. То есть делать бюджетирование, планирование на будущее, как эффективно распорядиться, сколько денег на повседневные нужды, сколько на покупку, например, мебели или там каких-то других предметов, которые нам нужны, одежда, а сколько на инвестиции, сколько на что-то еще. Пусть поначалу это будут очень небольшие суммы. Я начинал путь в инвестировании с того, что начал откладывать по 1000 рублей каждый месяц, будучи еще студентом. Вроде бы совершенно небольшая сумма, но здесь гораздо более важно формировать привычку регулярного инвестирования, вложения в собственное будущее. Когда эта привычка у тебя встраивается, ты начинаешь все быстрее и быстрее двигаться к финансовому успеху. Кредиты. Бывают плохие и хорошие. Плохие кредиты – это которые начинают все больше и больше вытягивать из тебя денег. Например, автокредит. Ты купил автомобиль в кредит, у тебя появляются платежи по кредиту, у тебя появляется страховка, у тебя появляется техобслуживание, плата за бензин и так далее. То есть этот кредит начинает с невероятной скоростью высасывать из тебя деньги. Положительные кредиты – это которые приносят деньги. То есть ты, взяв, например, какую-то сумму денег, приобрел объект недвижимости, так что этот объект недвижимости начинает приносить денег больше от аренды, от сдачи его в аренду, чем ты платишь по ипотечному кредиту. Кто-то может считать, что это невозможно, на самом деле абсолютно возможно, важно лишь разобраться, как именно правильно это сделать. Есть хорошая поговорка, что банкир – это человек, который с радостью продаст вам зонт, когда светит солнце, но потребует его назад, как только появятся тучи и начнется дождь. С кредитами получается ситуация точно такая же. Ни в коем случае нельзя брать кредиты, когда у тебя сложная финансовая ситуация. Этим ты будешь загонять себя во все более глубокую яму. Поскольку если ты оказался в проблемной ситуации финансово, это значит, что твои действия неэффективны, ты что-то делаешь не так. Но вместо того, чтобы поменять свои принципы повседневной жизни, ты начинаешь использовать такой хитрый ход, что я сейчас возьму деньги у банка, и это мне поможет. На самом деле не поможет, а только загонит в еще более глубокую яму. То есть надо менять поведение. И наоборот, когда у вас все хорошо, когда вы зарабатываете нормальные деньги, когда у вас есть активы, банки с радостью будут предлагать вам деньги, зонтик, потому что они видят, что вы платежеспособный клиент, надежный клиент, и вам имеет смысл доверять деньги, вы их не сольете. Есть один тип инвестиций, который является наиболее интересным среди всех остальных. Это инвестиции в себя, в свое образование, в то, что находится у вас между двух ушей.
Потому что чем больше ты вкладываешь в себя, тем больше знания и навыки, которыми ты обладаешь, рекомбинируют. Ты можешь, изучая разные сферы деятельности, на стыке этих сфер находить самые интересные и уникальные возможности. Поэтому чем больше ты вкладываешься в себя, тем быстрее это начинает возвращаться тебе в виде денег. Но здесь надо учитывать важный нюанс. То есть, если ты хочешь получать хороший возврат на вложенные инвестиции в образование, учись тем навыкам, которые приносят деньги. Это самые ценные вложения. Как вырваться из крысиных бегов? Даю свой алгоритм, который считаю наиболее рациональным и работающим. Первое. Наладить учет своих финансов. То есть учитывать все приходы и, самое главное, все расходы, куда у тебя уходят деньги. Второе. Контроль трат. Не позволять себе эмоционально сливать, ну, хотя бы очень много денег. Очень много по вашим меркам. Пусть эмоциональные траты станут контролируемые. Третье. Минимизируем кредиты. Плохие кредиты. Кредиты бывают хорошие и плохие. Хороший кредит, который приносит тебе деньги. Например, ты взял в ипотеку недвижимость, и она тебе приносит больше, чем ты платишь по кредиту. Плохие кредиты — это потребительские кредиты, автокредиты. Их мы, естественно, минимизируем. Формирование положительных привычек. То есть привычки, которые ведут тебя к финансовому успеху. Например, регулярное откладывание части своего дохода и инвестиций во что-то, в бизнес, в недвижимость, в образование. Покупайте активы и наращивайте количество активов и минимизируйте пассивы. Составьте список, что у вас сегодня является пассивом в вашей жизни. И как вы можете эти пассивы постепенно закрывать разными типами активов. Идеально, когда в какой-то момент вы добьетесь баланса, что ваши активы полностью покрывают все ваши текущие пассивы, траты там, на квартиру, на покупку еды, на автомобиль, на что-то еще, что вам требуется. В этом случае вы действительно обретаете серьезную финансовую свободу, потому что вам нет необходимости каждый день бороться за то, чтобы заработать какую-то сумму денег, чтобы вам было на что жить. Образование. Недвижимость может куда-то пропасть, ее могут национализировать. Дом может сгореть, автомобиль могут украсть и так далее. Но то, что у вас между двух ушей, никто никогда у вас не отнимет. Поэтому инвестиции в образование — это, как правило, инвестиции, которые обладают самым высоким ROI, Return on Investments, то есть возврат на вложенные инвестиции. Единственное, надо правильно выбирать, чему учиться. То есть есть разные типы навыков, есть навыки, которые приносят деньги. Вот вложение в обучение навыкам, которые приносят деньги, имеет самый высокий вот этот самый коэффициент ROI. Создание ценностей. То есть мы начинаем богатеть, когда мы начинаем все больше генерировать ценностей в мир. Например, когда ты создаешь бизнес, который делает что-то хорошее, полезное для большого числа людей вокруг. Чем больше ценностей ты приносишь в мир, тем больше тебе возвращается в виде различного типа прибыли. И рычаги, использование рычагов. Пытаться все сделать самостоятельно достаточно сложно. А если ты будешь сам пытаться решить все вопросы, если ты будешь сам пытаться найти информацию, если ты будешь использовать только свои финансовые ресурсы, ты будешь двигаться достаточно медленно. Но если мы используем финансовые рычаги, если мы используем знания других людей, если мы нанимаем какую-то команду или формируем команду для достижения целей, то оказывается, что мы можем сделать намного больше и намного быстрее. Вот 8 шагов, которые, как только вы начнете их делать, следовать этим шагам, вы начнете все быстрее приближаться к вашей финансовой свободе и финансовому успеху. Вперед! Друзья, надеюсь, вам было полезно данное видео. Большое спасибо, что его посмотрели. Пожалуйста, в комментариях напишите, что вам было полезно, интересно, ваши вопросы, либо какие-то другие идеи и комментарии. Ниже под этим видео вы найдете ссылки на ряд дополнительных материалов по теме личных финансов, инвестирования и движения к финансовой свободе. Изучите их, надеюсь, это вам будет полезно. Успехов и финансового благополучия!